Всем привет! В эту коробку упакован лодочный мотор Yamaha 8, который был куплен и привезен из Японии. Покупатель проживает в Казахстане, связался с нами и попросил, чтобы мы приняли этот мотор, проверили и отремонтировали. 29 ноября мотор был отправлен из Японии. 4 февраля транспортная компания привезла его к нам. И вот до него дошла очередь, начинаем распаковывать его 16 февраля. Владелец купил эту Yamaha за $311 в Японии с аукциона. Доставка обошлась в $200. Не снимается колпак. Греем ручку. Ручка не двигается. Давно не открывали. Это же японец, блин. Он сейчас заведется. Качаем топливо. Как держит? Да. А румпель не работает. Давай. Инструкции надо. Видно, что-то успел надо песка. Чека. Может, мы вообще выключим чеку? Да не надо. Пускай все так. Точно японский мотор. Вот это Yamaha. Вот это Yamaha, настоящий японский мотор, японское качество. А воды-то нету. Забито. Да, крыльчатку поменять и все заработает. Он поехал. Сейчас еще раз. Сейчас охлаждение появится. Давай запустим еще раз. Бензин. Давай. Бензин кончил. Нет, охлаждения у него нет, идут газы из контрольки. Вот это мы мотор распаковали, сразу же начали его запускать, ничего еще с ним не делали, вот честно. Сразу подключили бензин и запустили, он завелся. Подшипники не шумят. Будем проверять компрессию. Свечи еще хорошие. Тоже хорошие. Вкручивай. Не, вот так. Еще раз. Стоп. 8. Вверх. Все. Тоже 8,5. Компрессия хорошая. В редукторе масло смотреть еще надо. Что там с маслом? Подушка. Чисто.
Чистая. Год выпуска 1990. Начинаем его разбирать. Нужно будет укоротить ногу. Для начала мы снимаем карбюратор и примем решение, стоит ли его менять. Сюда можно установить китайский карбюратор от мотора Ханкай 9.8 или от других китайских аналогов мотора Тахацу 9.8. Карбюраторы у них одинаковые. Yamaha 8 и Тахацу 9.8. Все втулки у мотора закисшие, все движущиеся части. Ручку мы грели, она сейчас даже не ходит. Румпель не ходит. Снимаем карбюратор. С большим трудом. Заслонка работает. А тут почти чисто. О, даже жиклеры откручиваются. Вот что значит японское качество. А винт качества будет откручиваться. Сейчас, если он не пойдет, ну пошел. Карбюратор менять, может, и не придется. Сейчас мы его почистим. Вряд ли этот мотор был утоплен, потому что заклинил бы двигатель, заржавели бы подшипники коленвала, и он бы зашумел. Но шума нет, поэтому, скорее всего, он просто где-то долго хранился, может, даже законсервированный. А сейчас мы почистим карбюратор и снимем редуктор. Постараемся сделать охлаждение. Запустим еще раз и проверим, как он охлаждается. Нет ли в каналах охлаждения грязи, коррозии, то есть проверим циркуляцию. После этого, когда мы убедимся, что мотор охлаждается нормально и правильно, мы начнем уже разбирать его и укорачивать, а также разбирать редуктор. Болты открутились. Редуктор сняли. Все, болты пошли после нагрева. Там еще какой-то песок в ноге. А крыльчатка-то живая. Лопасти отжаты, но она все равно бы качала. Канал подачи воды забит. Все забито. Все забито солью. То есть вот это канал, куда подается вода и засасывает
отсюда. Откручиваем окна забора воды. О, так вам еще дальше надо сверлить. Какой там... О, видел? Дима? Угу. Все. Цепляем шланг, подаем воду. Запускаем без редуктора. Опа, контролька пошла. Сейчас промоется немножко. Забито там. Мотор не перегревается. Ну, перегрева нет. Мотор холодный. Нормально все. Попробуем еще раз поставить редуктор. Может быть, он промылся немного. С редуктором запустим, посмотрим охлаждение. Установили редуктор. И вода пошла. Только контролька все время забивается. В редукторе под замену подшипник переднего и подшипник заднего хода. Шестерни в хорошем состоянии. Под замену крыльчатка, сальники и все резиновые уплотнения. И под замену пластина основания помпы. Редуктор разобрался очень тяжело. Обойма грибного вала, как обычно, закисла. Пришлось хорошо нагреть. Снимаем двигатель. Сняли ногу. В основном все болты откручиваются хорошо. Чтобы разобрать струбцины, пришлось это все дело хорошо нагревать. Шильдик мы сняли со сломанной струбцины.
все равно переставлять. Сейчас мы греем вертикальные втулки, чтобы разобрать механизм. Он вообще не двигается. Греем двумя горелками верхнюю и нижнюю втулку. Вот только сейчас начала работать. Не надо ее больше. Все, сейчас будем стучать. Да. Ногу укоротили, отпилили часть Дейдвуда. Непосредственно процесс укорачивания показывать не стали. Это есть и в других видео. Да и времени на съемку не хватает. Вот что мы здесь видим. Забито, но не сильно. И открытый термостат. Все, достаем термостат. Если владелец захочет, мы поставим новый. А вот японцы сделали вот такую втулочку самодельную под термостат. Состояние собачки стартера очень хорошее. Закисла блокировка при запуске на передаче. Это пластмасска обычная, и она там не двигается, закисла в алюминии. Все нужно полностью разбирать. Все механизмы, корпус стартера придется пескоструить от этой коррозии. Пескоструить маховик. Сейчас мы будем разбирать мотоголовку и тоже ее пескоструить. Нижний подшипник заменим, а остальные хорошие.
Японское качество. Без пробега по России. Даже муха не целовалась. Теперь мотор поедет в Казахстан к своему владельцу. И я думаю, что там о нем будут заботиться гораздо лучше, чем на родине в Японии. Владельцу очень повезло, что не пришлось менять еще и карбюратор, и что двигатель оказался не заклинивший. Перепрессовка коленвала тоже увеличила бы итоговую сумму, а если были бы еще и задиры, то в таком случае блок цилиндров под замену, потому что нет ремонтных поршней. Цена полной переборки вместе с запчастями 50 тысяч рублей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если есть замечания, оставляйте комментарии. Всем пока!